Меня зовут Шукри. Мне 25. Я приехал из страны Марокко, город Танжер. Я приехал в Россию 6 лет назад. Сразу в Пермь. Да, сразу в город Пермь. Насколько отличается Пермь от твоего родного города? Так, отличается очень сильно, потому что я приехал из жаркой страны, где всегда солнце, рядом море, всегда цветет солнце прямо днем. Это отличается от Перми очень сильно, потому что здесь солнца бывает очень мало. Но кроме погоды, конечно, культура отличается очень сильно. То есть я приехал, грубо говоря, из арабского страны, где там все разговаривают на арабском, например. То есть вот первый фактор — это язык, который отличается. Второй фактор, который меня очень бесит, это еда. То есть питание у нас разное, и не обижайтесь, пожалуйста, но у нас вкуснее. Просто я до сих пор не нашел русская вкусная еда. И я всегда ищу только арабская кухня или арабское блюдо, либо иногда итальянское, там французское блюдо, потому что наша страна очень развита французская культура. Мы используем французские блюда очень много в нашем питании. А можешь поделиться своим самым любимым блюдом? Пастила из морепродуктов. Ого. Да, это прямо... знаете, как готовится пахлава? Ну, пахлава, она сладкая, да? А здесь она немножко внутри состоит из морепродуктов. Там и сыр, там отличается очень много. И, конечно, там еще могу звучить тажин, например. Это тоже из марокканских блюд. Рфиса, например. Да. И много всего. Я, конечно, дома попробую их готовить здесь у нас в Перми. Но никогда не получится, как у нас в родине. А почему? Всегда что-то не хватает. Я не знаю. Либо продукты мы не найдем тот же самый, который у нас. Как раз я сказал насчет морепродуктов, их здесь все замороженные, и они не свежие, и получается вкус очень отличается. Я всегда говорю моим новым знакомым, которые приезжают первый раз в Россию, в общем, или в Перми, и говорю, что Пермь, и давайте говорю насчет России. Россия — это страна возможностей. А Перми — это страна, в которой ты можешь найти эти возможности побыстрее. То есть Пермь — это маленький город, а все знают друг друга. Здесь мы проводим очень много мероприятий, где ты можешь быстро адаптироваться с русской культурой, а это очень большой плюс. Если, допустим, ты пробиваешь большие города, ты запутаешься немножко. Здесь у нас люди добрые, заботливые. Можно найти друзей побыстрее. Я считаю, что это очень важный фактор — общаться с людьми вокруг себя и сделать новые знакомые. Это открывает для тебя да, много возможностей. Вот. Я уверена, у тебя очень много знакомых теперь, друзей, особенно в Перми. Да. А на каких языках ты с ними общаешься? Есть, которые общаюсь с ними на арабском. Там не только арабский, то там еще много диалектов. Я сейчас в Перми преподаю арабский язык, так что я много диалектов знаю. Там, например, сирийский диалект, египтянский диалект и так далее. И у меня девушка из Йемена, и я с ней общаюсь тоже на йеменском диалекте немножко. Еще общаюсь на французском, разве это мой второй язык. На английском много. На английском я использую его очень много. Особенно с нашими ребятами в ВУЗе из Индии, они, к сожалению, не понимают русский язык, так что мы общаемся с ними только на английском. И, конечно, русский язык. Бывали иногда ситуации, где я использовал пару слов на испанском, которые я знаю. Ну вот, в общем, русский, английский, французский, арабский, 4 языков. Да. А русский язык ты учил уже находясь в России, да? Да. Сложно было? Нет.
Нет? Знаешь, для людей, которые знают много языков, изучать новый язык для их не влекает большой сложности. Ну, конечно, язык новый, надо просто уделить время, и ты выучишь его побыстрее. То есть для меня, я начинаю что-то говорить на русском уже после 4 месяца изучения языка, потому что нас преподают 1 год только русский язык. И ты из-за этого года ты изучаешь только язык, и кроме него никаких дополнительных наук нет. То есть и ты живешь в России, так что процесс идет побыстрее. Вот. А что помогло больше всего вот это разрушить языковой барьер, который был изначально? Общаться с людьми, сделать новые друзья, новые знакомые, поработать с ними, участвовать в разных мероприятиях, слушать музыку, пойти в кино, посмотреть там русские фильмы, например. Я сейчас, допустим, у меня подписка в Кинопоиске, там смотрю сериалы, там разные фильмы. С самого начала я использовал музыку много, то есть я слышал очень много музыки. Даже если я не понял слов, но просто для адаптации было необходимо, потому что я люблю музыку, и чтобы познакомиться с новой культурой, я всегда использую их музыку, чтобы понять, как речь идет там. Вот. А какое самое сложное слово на русском языке? Самое первое сложное слово, с кем я встретил, это «здравствуйте». Потому что оно такое длинное слово. Это первое слово, которое мы потребовали изучать ее. Ну, я не знаю, она сложная или нет, но просто в тот момент, когда я начинал изучать язык, это было для меня самое сложное слово. И еще название мой вуз. То есть полное название нашего учреждения, надо было его изучать полностью, наизусть его. А можешь произнести сейчас? Ну, я сейчас учусь в Пермский государственный медицинский университет имени Вагнера. А раньше я изучал Пермский фармацевтический академический, фармакадемия. Ага. В отличие от всех арабов, никаких особенных традиций нет. Но я являюсь амазигh, я не араб. То есть в Марокко живет два нации. Живет арабов и живет амазигh. Мои родители амазигы. У нас, допустим, есть свой календарь. Мы сейчас живем в 1973 году. Вот. У нас свой язык. То есть я могу считать, что Новый год календарь Амазигh это праздник. Мы его отмечали в январе, помню, в этом году. Бывает очень много традиций, которые там наши родственники делают. А я не соблюдаю такие традиции, потому что для мусульман самые важные два праздника это Курбан-Байрам и там, месяц Рамадан, например, мы держим пост. Кроме этого, я не отмечаю никаких других праздников. Я думаю, самая крутая вещь про Пермь – это город, который изменится каждый день. То есть 6 лет назад это не тот Пермь, который сегодня. То есть 6 лет назад был пустой город. Сейчас город вообще открыл для себя много возможностей. И сейчас я недавно узнал, что Пермь создаются роботы, которые отправляют за рубежом. Это вообще удивительно. На ВДНХ, на выставке России, я видел таких роботов. И я даже встретил основателя компании Роботек в город Пермь. Он нам рассказывал, как он отправляет роботов за рубежом в Дубай, там, Абу-Даби, чтобы там продавать их. Кроме технологий, в Перми еще красивая природа. У нас река Кама очень замечательная, особенно летом. Там можно гулять до последнего времени ночью. Центр самая очень красивая эспланада. Очень много изменилось каждый лет изменится наша эспланада. Там всякие мероприятия происходят. Чем ты занимаешься? Расскажи. Я учусь на врача. Сейчас 5-й курс. У меня своя шоу-программа, называется «Другая Пермь», которую я снимаю с ребятами. Вообще, «Другая Пермь» мы рассказываем о культуре жителей нашего города, особенно иностранных студентов. То есть каждая рубрика у меня
Я снимаю с одна нация, то есть, допустим, была рубрика по Азербайджан, по Египет, по Таджикистан скоро будет, по Китаю была. То есть мы снимаем репортаж, ну, типа собеседование, там задаем вопросы, получаем ответы, там еще были вопросы. И вторая часть рубрика мы попробуем одна из культур вот этой страны. Попробовали еда китайская, там снимали азербайджанскую свадьбу, снимали. Да, то есть сейчас наша рубрика стала немножко популярной в городе. Много ее слышали, знают. Так, кроме этого я преподаю арабский язык, языковый центр. Я основатель Совета иностранных студентов в мой вуз, ПИГМУ. Веду в соцсетях, свой блог веду разные сообщества. Как раз наш совет и в Телеграме, ВКонтакте. Кроме этого, я участвую в разных мероприятиях на уровне России. Я чаще бываю в Москве. Там, допустим, последний раз я участвовал в модель ООН, и я выиграл самый лучший делегат. Вот. Как хватает времени на все это? Не хватает. Не хватает. Не хватает для себя, не хватает. Хватает. Для всего этого я успеваю, слава богу. Но для себя я иногда не найду время. Допустим, я завтра пойду в Сочи, и я сижу с вами. Даже чемодан я его не собрал. Как прошла адаптация в плане времени? То есть часовые пояса, они же разные. Да, это влияет, и до сих пор влияет на наше общение с родителями, например. Разница 4 часов. То есть, когда ты сейчас собираешься спать, у родителей только вернулись домой, типа, от работы. И они готовы с тобой общаться. Иногда не хватает времени, чтобы общаться с родителями. Это раз. Два. Зимой в Перми всегда темнота. То есть практически солнца у нас не бывает, очень мало, типа не хватает солнца. И ты ощущаешь, как будто очень короткий день, и ты ничего не успеваешь. А это влияет на твою психику. Да, психическое состояние становится хуже, особенно зима. Все люди на улице такие злые, в депрессии, не знаю что. Чтобы не попасть в депрессию, я много чего занимаюсь, и поэтому я выбрал такой путь, типа быть сильно занят, чтобы не обратить внимания на все эти нюансы. Какие мечты у тебя есть? Я мечтаю жениться в следующем году. Я нашел любимого человека, хочу на ней жениться. Это была самая главная мечта. И, иншаллах, он скоро сбудется. И я хочу стать врачом. Хочу открывать свою поликлинику в Марокко. Я хочу продолжать мои проекты в России, чтобы они все исполнили, потому что их очень много, и я не найду время сидеть и работать на каждом проекте отдельно. Это плохо. Я хочу, чтобы все мои проекты исполнились. Это раз. Два, я хочу закончить обучение. В чем важность сохранения народов для тебя? Я считаю, каждая нация имеет много разных народов. И каждый народ имеет свои характеры, которые должны сохраниться и передать новые поколения. То есть, допустим, представляем, если мы не научим наших детей, наши традиции, наши события, и научили им просто как жить комфортно и модно. Наши традиции через время они будут исчезать. Я считаю, что сохранить характеристики нашего народа это очень важно. И рассказать про них это очень даже нужно и хорошо. То есть всегда, если у тебя есть возможность, расскажи, кто ты, откуда ты какая нация. Не стесняйся одевать свои национальные одежды. Это очень красиво. Так, дорогие зрители, я желаю вам, чтобы вам понравился проект Этнопер, что вы познакомились с разными культурами. Но это только начало. Если вы хотите познакомиться с культурой, моя культура, марокканская культура,
Не стесняйтесь задавать вопросы. Настоящий марокканец. Если у вас есть возможности, прямо съезжать у нас в Марокко, добрый пожалуйста. Ну и какое место в Марокко посоветуешь? А, нет, сейчас я должен прямо вот рисовать маршрут. С самого начала вы будете улетать в город Казабланка. Это экономическая столица, очень большой город. Там есть мечеть Хасан II, где обязательно надо попасть. Потом, самый красивый город, по моему взгляду, это Марракеш. Мы называем его по-другому Красный город, потому что там много красных домов. Еще есть синий город, это Шефшаун. Там все дома синие цвета. Еще есть мой город, Танжир. Там есть море, там красиво все. Еще у нас Сахара, песок, Дахла. Можно там потом отдыхать, смотреть. В общем, в Марокко есть очень много городов. У каждого города своя особенность. Ну, допустим, ребята из России, когда они съезжают к нам в Марокко, они либо выбирают Фес, Марракеш, Танжир. Вот эти три города. То есть у меня много знакомых в Марокко из России, которые там, ну, не знаю, живет, их семья тогда, либо работает. أتمنى لكم رحلة سعيدة. Мы желаем вам хорошего путешествия.